Так, всем привет. Тут у нас зима, а мы читаем инструкции к лодочным моторам. Сейчас будем разбираться в последнем ролике про бензин для лодочного мотора. Тут много набежало комментариев, я заправился отвечать. Соответственно, чтобы вот было более понятно, я решил тут вот записать такой ролик. Смотрите, во-первых, давайте разберем, что такое октановое число бензина. Там 92, 95, 98, там 100 есть бензин, там раньше был 80, 76. Октановое число — это детонационная стойкость, то есть стойкость бензина к самовоспламенению от сжатия. Соответственно, что нам дает высокое октановое число? Это дает возможности конструктору снять с мотора больше лошадей за счет увеличения рабочего объема, увеличения давления в цилиндрах на такте сжатия. Соответственно, при этом, если мы берем уже готовый спроектированный мотор и льем, допустим, он рассчитывался на 92 бензин, и льем туда 95, то больше мощности мы оттуда получить физически не сможем, потому что с мотора и так уже взяли все, что с него можно было взять. Чтобы получить мощность больше там, или какую-то отдачу больше, или лучшую работу, надо менять его характеристики, менять степень сжатия, менять выхлоп. Ну, в общем, там куча всего. Теория ДВС — это очень сложная наука. Для тех, кто учился, понимает, это высшая математика, смесь с физикой, и там с химией, и со всем остальным. Теория горения, все это туда же. Поэтому я сейчас не строю слишком умного, да, но я просто говорю, что я понимаю, о чем я говорю. Я не профессор, не лектор, никто, просто я понимаю, о чем я говорю. Вот, я могу ошибаться, поэтому я тут вот и дискутирую с вами. Соответственно, разобрали, что такое октановое число. Октановое число — это детонационная стойкость. Сам по себе 95-й бензин там, или 98-й, он не улучшает характеристики двигателя. Он только лишь препятствует детонации, чтобы топливо само не воспламенялось. Все. Никакой волшебной каких-то свойств у него нету. Поэтому если мотор спроектирован на 92-й бензин, от 95-го он лучше не поедет. А вот если наоборот, мотор спроектирован по 95 и вы льете 92-й, и у вас там нету никакого корректора, который будет углы менять, да, то будет детонация, и мотор просто будет потихонечку разваливаться. Ну, или не потихонечку, или сразу развалится. В общем, все нужно делать по уму. По инструкции, ну, где-то от нее можно отходить, но с пониманием данного вопроса. Вернемся к лодочному мотору. Какой бензин заливать в лодочный мотор? Вот, применительно к двухтактный, да, опять же, лучше всего обратиться к инструкции. Обращаемся к инструкции, что нам инструкция говорит? Инструкция, что нам говорит? Вот я тут собрал кучу инструкций. К лодочному мотору Yamaha 8 в инструкции есть две строчки. Вот написано: минимальное октановое число по исследовательскому методу 90. Также есть еще, вот видим, да? Видим. Есть также еще один пункт, сейчас я его найду, про бензин. Так, требования, вот как неудобно, блин. Вот, требования к топливу. Бензин используется хорошего качества, при появлении стуков и детонаций перейдите на другой бензин к более высокооктановому топливу. Перейдите к более... Минимальное октановое число 90. Рекомендуется бензин обычного качества. Вот. Примерно то же самое написано у Тахацу. Там, я сейчас не буду открывать, но то же самое написано во всех вот этих инструкциях. Единственное, к Yamaha 30 там не написано октановое число, там просто написано: используйте обычный бензин. Так, вот сейчас инструкция здесь сложился. В большинстве написано не ниже там 90 числа, либо 92-го, не ниже. Это говорит о том, что можно лить 95-й, можно лить 98-й, можно лить 100-й. То есть производитель не запрещает лить такой бензин. Но все равно максимальная отдача будет только на определенном топливе. На всех остальных топливах нужно уже менять характеристики двигателя. В частности, что можно поменять в двухтактном лодочном моторе? Мы говорим сейчас про двухцилиндровые моторы. Там 9,8 и выше. Это можно поменять угол опережения зажигания. Вот. Угол опережения зажигания, он настроен под определенное топливо, которое, скорее всего, будет использоваться чаще всего для того, чтобы получить максимальную отдачу от мотора. Поэтому вот на какое топливо настроено зажигание, я не знаю. То есть я предполагаю, что производитель лодочных моторов, так как двухтактные лодочные моторы у нас поставляются, вот, допустим, в Америку, в Европу, они никуда не поставляются. Они поставлялись в Россию, ну, там, до недавних событий, поставляются в страны Азии, в Африку, в общем, там, в Латинскую Америку, в страны третьего мира. Я предполагаю, что производители лодочных моторов понимают, что там топливо не самого лучшего качества. И 95-го там может быть в принципе не быть. В каком-нибудь там Бангладеше, там, и не знаю где. Поэтому, скорее всего, настроено зажигание, я предполагаю, что оно настроено под 92-й бензин.
Если мы залили на 95, ничего не меняется, просто чуть-чуть характеристики мотора меняются, и он, может не получить уже не выдать такую отдачу, как на том виде топлива, на который он настроен и спроектирован. Вообще, по уму, как нужно делать? Ну вот, если кто-то хочет, допустим, ездить на 95-м бензине, нужно проехаться на 92-м, посмотреть, как ведет себя мотор. Поехать на 95-м, посмотреть, как себя ведет мотор. Если разницы нет, то, в принципе, наверное, мотору все равно. Если какая-то разница появилась, то уже надо делать какие-то выводы. И опять же, все равно в любом случае, мотор на 92-м и 95-м бензине должен работать немножко по-разному. Потому что, тут чудес не бывает, это физика. 95-й бензин горит медленнее, соответственно, процессы идут по-другому, отдача идет по-другому, даже температура двигателя тоже может поменяться. То есть все очень сильно зависит. И, конечно же, зависит еще от масла, какое мы масло применяем. Поэтому вопрос на самом деле, он кажется очень простой, но в то же время он очень сложный. Отсюда, резюмируя все вышесказанное, читаем инструкцию. Я попробую с Тахацу, потому что Тахацу более форсированный. Возможно, у Тахацу степень сжатия больше. Соответственно, Тахацу, возможно, требует большей детонационной стойкости топлива. Поэтому все вышесказанное. Я провел такой начальный опыт. Я большой разницы не увидел. Единственное, что на 95-м и на 92-м бензине на сбросе газа, эта остаточная детонация на сбросе газа, она на 95-м бензине, она меньше. Да? То есть, если ты заводишь мотор 92-й, он рон-дун-дун-дун-дун-дун, 95-й рон-дун-дун-дун, там этих всплесков, их там, на 1-2 меньше. Это посмотрите, там это видно. Поэтому, опять же, так как тут пошла такая жара, я, наверное, сейчас у нас зима, тут настанет лето, я сниму еще раз такой полный тест, возьму там Тахацу, у меня тут моторов много, просто я на 2 только катался, попробую сделать уже испытания под нагрузкой, может быть 95-й, попробую покрутить зажигание там в плюс, в минус, посмотрим там. Я жду ваши комментарии, очень интересно, очень весело, сейчас зима, а мы тут обсуждаем инструкции, читаем все вместе, всем миром на лодочные моторы, поэтому все, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки, можете кто-то дизлайки поставить, я не против. Все приветствуется и пока.